по-русски нехорошо. Greetings from the great New York. Приветствие из классной нью-йоркской церкви. It is an honor for me to preach for you today. Это честь для меня сегодня проповедовать для вас. My wife and I lead the Queens region of the New York Church. Моя жена и я, мы ведем регион Квинс, королевский регион церкви в Нью-Йорке. A little background about myself. Расскажу немного обо мне. I was baptized in 1982, both my wife and I. Я крестился в 1982 году. Went to school as a student in Moscow in 1980. И в 80-м реально я ходил в школу здесь, в Москве. It was a very short time. На короткое время, но это было. Things were very different back then. И тогда все было намного по-другому, чем сейчас. It was against the law for me to spend time with you. Ой, это было против закона, если бы я проводил с вами время. So I would get snuck in through back alleys, back behind the buildings, hidden. Да, то есть мне приходилось прятаться, чтобы общаться. People would skip school to spend time with me. И для того, чтобы люди могли со мной пообщаться, им нужно было прогуливать школу. People would call in sick to spend time with me. Они обманывали, говорили, что они заболели для того, чтобы со мной пообщаться. My room was bugged, my phone was tapped. Мой дом, моя крепость. They were listening to me in my room. Да, но они дома со мной общались, не слушали меня у меня дома. I had to memorize people's phone numbers and then call them outside on a public phone. Мне приходилось запоминать их телефонные номера, потом выходить, и был телефон снаружи, на улице, и я брал и звонил им. Religion was against the law back then. И тогда религия, это было против закона. And who would think 37 years later I'd be preaching to Russians about the Lord Jesus? Мог сказать, что через 37 лет после этого я здесь в Москве проповедую русским об Иисусе. I came back in 2001 working with the ICUC in the Hope campaign. Да, я вернулся в 2001, когда я работал уже для церкви в ICUC. To videotape orphanages. И моя задача была снимать приюты. In Moscow, в Москве, Kiev, в Киеве, Kharkov, в Харькове, Днепропетровск. в Днепропетровске. We stayed with the Sorokins in their apartment. Мы вместе с Олегом жили в комнате с Сироткиной. And their daughter was a little. И тогда ее София была совсем маленькая еще. I say all this to say you Timmy the Blue. Я все это говорю, чтобы I love you. Чтобы показать, что я вас люблю. I love your culture. I love your culture. Я люблю вашу культуру. I love your people. Я люблю ваших людей. And I love the church. И я люблю церковь. The title of my lesson today название моего урока сегодня is The Blood of Christ Purchased People from Every Nation. Кровь Христа purchase. Искупила людей со всех народов. Revelation chapter 5. Откровение 5 глава. Verse 9 through 10. С 9 по 10 стих. And they sang a new song. You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain. With your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth. И они поют новую песню. Ты достоин взять свиток и снять с него печати. Ведь ты был принесен в жертву и своей кровью выкупил людей для Бога. Людей из всех родов, языков, народов и племен.
Ты сделал их царством и священниками для Бога, и они будут царствовать на земле. This is an intense passage Это сильный отрывок, because it talks about how God sacrificed so much for men. потому что он говорит о том, насколько много Бог пожертвовал ради людей. To win the world, Для того, чтобы завоевать мир, it's going to take all of us to do it. от каждого из нас потребуется сделать то же самое. Point number one. Первый пункт. He purchased men. Он искупил людей. The cost for anything determines whether we purchase it. Цена вещи определяет, купим мы ее или нет. Is it worth it to purchase? Стоит ли ее покупать? Recently, Barb and I moved to New York City, Недавно мы с моей женой переехали в Нью-Йорк, and we were shocked at the cost of things. и мы были поражены, насколько там все дорого. To get an apartment, Для того, чтобы снять квартиру, you have to pay 40 times the amount of a monthly cost. 40. для того, чтобы снять квартиру, тебе нужно за 40 times from. Тебе нужно за 40 месяцев вперед заплатить. So, for a one-bedroom apartment, Это одна комната. it will cost you about $1,500. Это будет стоить в месяц где-то $1500. That means you have to make $60,000 to live there. И это означает, что нам нужно $60 000 для того, чтобы просто там начать жить. Then you have to pay a month broker's fee. И потом ты еще риэлтору должен заплатить. Then you have to pay a month's security deposit. И ты еще должен депозит заплатить. And then we had to bring a group of 18 people. И breaking group. Bring a group from Chicago. Да, и нам нужно, и нашей миссионерской команды 18 человек нужно привести там, расселить. We had to get very creative. И нам пришлось быть очень изобретательными. At one point in time, Barb had 7 people living in our apartment. Был момент времени, когда 7 человек у нас в квартире жило. We got very creative about food, И насчет еды нам тоже приходилось быть изобретательными. transportation, Насчет транспорта. and we had to learn to live together. Ой, и нам пришлось научиться жить вместе. How we view cost determines what we do. Цена определяет, что ты делаешь. How much are you willing to sacrifice to win a soul? Насколько много вы хотите жертвовать, чтобы спасти душу? It can't be based on emotion. Если я на эмоциях основываюсь, Example, например, you have a single brother in love. допустим, ты одинокий брат, и ты влюбился, Takes the sister on a date. и ты приглашаешь сестру на свидание. Try to impress. О, ты стараешься произвести впечатление. But then do they give their contribution the next morning? И потом тебе нужно на следующее утро сбор делать. Ну, сдавать сбор. Do they pay more for the date than they give to God? О, и ты на свидание тратишь больше денег, чем ты сдаешь сбор. Wow! God saw value in you and me, И Бог настолько сильно ценит тебя и меня, and He was willing to give His blood. и Он хотел отдать свою кровь. Are you worth it? Да стоите ли вы этого? In Luke 14, В Луке 14 главе Jesus calls us to count the cost Иисус призвал нас подсчитать стоимость, to see if He is worth it. посмотреть, стоит ли Он того, чтобы мы за... In 1982, В 1982 году, в 1982 году, my wife and I went to school in Malaysia. моя жена и мы ходили в школу в Малайзии. And Malaysia is a Muslim country. И Малайзия это мусульманская страна.
which allows all religion except Christianity. И там разрешена любая религия, кроме христианства. Hinduism, Buddhism, Индуизм, буддизм, Sikhism. синтоизм. Christianity was against the law. Но христианство против закона. And everybody wanted to know about Christianity. Everybody wanted to know. И каждый хотел знать о христианстве. They asked me if I was a Christian. They asked me if I was a Christian. They asked you. If I was a Christian. И они спрашивали меня, был ли я христианином. I said yes. Я говорил, да. But I wasn't. Хотя по факту я не был. I was Catholic. Я был католик. I was a dedicated Catholic. Я был преданный католик. I was even an altar boy. Я даже был парень, который при алтаре прислуживает. I knew a few words of Latin. Я пару слов знал на латыни. But they wanted to know about the cross. Но они хотели знать о кресте. And they would ask me, what is it about the blood? И они We don't understand. спрашивали меня о крови. Они не понимали. And I said, Jesus died for your sins. И я говорил, Иисус умер за ваши грехи. And they said, what does that mean? И они спрашивали, что это значит? And I didn't know. И я не знал. I said, Jesus died for your sins. Я говорил, Иисус умер за ваши грехи. And they wanted me and Bart to explain about the cross and the blood of Jesus. И они хотели, чтобы я им объяснил о кресте и о крови Иисуса. What does it all mean? Что это все означает? Finally, I said, I don't know. В конце концов я сказал, я не знаю. And finally, someone asked, isn't this basic stuff? И в конце концов возник вопрос, но это же как-то основные, основополагающие вещи. I said, yes. И они меня спросили, ну это же просто должно быть. Я говорю, ну да. Then they said, you're a Christian, aren't you? И они говорят, и ты христианин, да? And I started reading my Bible there. И потом я начал читать Библию. People are intrigued about the sacrifice. Люди хотят знать о жертве. People are intrigued about Jesus' blood and His suffering. Они интересуются о крови Христа и Его страданиях. And there's something about blood that brings on seriousness. И кровь это что-то, что дает понимание, что это серьезно. I remember years ago, I was with a friend. Я помню, как несколько лет назад я был с другом. And she was running a machine. И он был оператором какого-то устройства. A saw. Не понимаю чего. She cut the end of her finger off. Он finger. Finger. То есть он отрезал пальцы людей. Я не понимаю. I'm sorry. Извините. Он свой палец отрезал, потому что он работал на какое-то устройстве, и он свой палец отрезал. Then I had a friend who was in an argument with his roommate. И потом у меня был друг, который спорил со своим парнем, с которым мы не жили в одной комнате. I was a student in the dormitories. И я был студентом в общежитии. Yeah. And they got into a fight. И дело дошло до драки. And the one guy fell and his finger got caught in the door. И один парень упал, и его палец дверью придавило и отрезало. And the other guy slammed the door. И другой парень дверь закрыл. Cut his finger off. И палец отрезало. Blood everywhere. И кровь была везде. When I was about 5 years old, А когда мне было 5 лет приблизительно, my father was shaving. мой папа брился. Put the razor down. Он положил лезвие. I picked it up. Я взял это лезвие. Sliced my finger. И я начал тоже как бриться. И порезал палец, и было больно. My father grabbed my finger. Мой папа схватил меня за палец. I didn't realize how bad it was Я не понимал, насколько серьезная была рана. until I saw him grab my finger. До того момента, как я не увидел, что он меня за палец схватил.
There's something about blood that brings seriousness. То есть кровь – это что-то, что дает нам осознание серьезности. As bad as this is, Настолько же это серьезно или плохо. it's nothing compared to what Jesus went through. И поэтому ничто не стоит в сравнении с тем, что через что прошел Иисус ради нас. And many times we forget the sacrifice for our sins. Вот. И если мы забываем жертву за наши грехи, Open your Bibles to Hebrews chapter 9, откройте Евреям 9 главу, verse 22. стих 22. Come on, bro. Come on, bro. Preach. It says, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. Закон требует, чтобы почти все очищалось кровью, и без пролития крови нет прощения. We forget the cost for forgiveness. Мы забываем цену прощения. In Leviticus chapter 17, verse 11, you don't have to turn there. Левит 19 глава 17 стих, вы можете не смотреть сейчас. It simply says, for the life of a creature is in the blood. Просто говорится, что жизнь жертвы или существа находится в его крови. Жизнь существа находится в его крови. Our life is in our blood. Наша жизнь внутри, в крови находится. We lose our blood, we die. Если мы потеряли кровь, мы умираем. Recently, Barb and I were having a discipling time with our disciplers, the Speckmans. Недавно Барб, моя жена и я, у нас было время учения со спекменами, которые нас наставляют. My wife Barb became very nauseous. Она пришла очень встревоженная, моя So жена. we started driving home. И мы начали ехать домой. She started shaking. Она трусилась. And throwing up. Throw up. Да, ее тошнило. И I called her doctor. я позвонил доктору. He said, go to the emergency room. И он сказал, вам нужно в скорую. She started to speak crazy, Она начала странные вещи говорить. saying things that weren't making sense. Она говорила бессмыслицу какую-то. The doctors overheard her, Доктор это все посмотрел, and they said, we think she has a stroke. и он сказал, я думаю, у нее удар. They did a CT scan, О, a scan of the head. да, у них they did not. They did. A Они CT сделали, scan. просканировали голову They said no stroke. и сказали, нет, у вас нет там никакого кровоизлияния. We think she has meningitis. И да, мы думали, что у нее менингитис, я не знаю. Менингит. Тогда мы думали, что она заболела менингитом. So they did a spinal tap. Они в спине сделали тест спинного мозга. Good news, no meningitis. Хорошая новость, у нее не было менингита. But we don't know what's wrong with her. Но, тем не менее, мы не знаем, что с ней происходит. For 6 hours, 6 часов she kept asking me the same questions over and over and over. она продолжала спрашивать, задавать мне одни и те же вопросы снова, снова и снова. They didn't know what was wrong with her. Непонятно, никто не знал, что с ней. They couldn't get her temperature down. It was over 103 degrees. Ее температура по Фаренгейту была 103, на Цельсий не переведу. Наверное, высокая. And then finally they said, we found out what the problem is. She has a blood infection. И в конце концов мы поняли, в чем была проблема. У нее было заражение крови. See, that's very dangerous. И это очень опасно. Because the blood goes throughout the whole body. Потому что кровь, она по всему телу течет. And now it was in her brain. И потом она в мозг попадает. She was in the hospital for 7 days. Она была в больнице 7 дней. The doctor said she almost died. И доктор сказал, что она была при смерти. They didn't know what the bacteria was. Они не знали, что это была за болезнь, ну, что за бактерия, конкретный вирус. They finally figured it out, but she still to this day doesn't remember 3 days of her life.
В конце концов, они разобрали, что было за болезнь, но после этого на 3 дня ничего не помнила все еще. See, we can pollute our bodies, Смотрите, мы можем загрязнить свое тело, and we can pollute our spirits. и мы можем загрязнить наш дух. Where we can say crazy things, and we can die. И потом мы можем говорить сумасшедшие вещи, и мы можем умереть. It was a very shocking time for me. Для меня это было очень вызывающее, шокирующее время. I had to hold it together for both of us. Потому что мне нужно было за двоих все это переживать и носить. See, there's value in the blood. Смотри, цена в крови. And God saw there's value in us. Бог видит цену в нас. See, if you're not willing to sacrifice your money, your time, your energy, you're not going to sacrifice your blood for the Смотрите, cause. если вы не хотите жертвовать своими деньгами, временем и энергией, тогда вы не захотите отдавать свою кровь ради спасения душ. So Jesus led us, showing us what it'll take to save the world. Иисус показал нам, чего это стоит спасти мир. And Jesus says, you must give up everything Иисус сказал, вы должны отречься от всего, to walk with me. чтобы ходить со мной. In 2006, В 2006 году, after the ICOC fell apart, после того, как старое движение распалось, I met with Kip. я встретился с Кипом. And he wanted us to plant a church in Chicago. И он хотел, чтобы мы начали церковь в Чикаго. And I had built my own kingdom by then. А я к тому времени уже построил свое собственное царство. I was a goldsmith. Голдсмит. Goldsmith. Made jewelry. Я вообще был крутой. And I made lots of money. Barbara and I made lots of money. И нам нужно было много денег. And we bought up properties. И мы покупали дома. And Kip said, you need to go to Chicago. И Кип сказал, слушайте, вам нужно ехать в Чикаго. And I said, no. Madison, Wisconsin. Stay there. Мэдисон? It's a city in Wisconsin. Wisconsin. И я сказал, нет, вот Мэдисон и Висконсин, вот здесь надо быть. And I told Kip, if I move there, I lose everything. И я сказал, смотри, если я уеду, я все потеряю. And he said, I thought you already had. А Кип говорит, я думаю, ты уже все потерял. So we started the church in 2006. В общем, мы начали церковь в 2010 году. And in that period of time, we grew and we sent people out to all nations, all over the world. И с того времени мы росли, и мы посылали людей во все нации, по всему миру. And Barbara and I were there for 9 years. И мы здесь уже 9 лет с женой. In the last 3.5 years, we took over the church. И последние 3,5 года мы начали вести церковь там. In those 9 years, we sent out over 120 people all around the world. За эти 9 лет мы по всему миру отослали около 120 человек. At one point, we got to 207 members. И в какой-то момент мы дошли до того, что у нас было 207 человек в церкви. And in 2013, we had 101 additions for the church. И в 2013 году у нас было 101 прибавление к церкви за год. Two of the people that we sent out recently were Chi and Naomi, who are both going to lead the Hong Kong planting. И людей, которые приехали, они будут вести церковь в Гонконге. In those 9 years, 2 of my daughters became disciples. За эти 9 лет 2 мои дочери стали учениками. Now, if you ask me, Теперь, если вы спросите меня, was it worth you losing all your properties? стоило ли это того, чтобы потерять все мои дома? Absolutely. Полностью! Changing the world. Back in Revelation, verse 5. Давайте вернемся в Откровение, 5 глава, 5 стих, кажется. In Revelation 5, we read it already. Мы уже читали Откровение, глава 5.
It says he purchased people from every nation, every tribe. 9 стих. And that's point number 2. И здесь сказано, что Он спас людей со всех родов и со всех народов. И это мой второй пункт. Now, maybe you've heard Matthew 28, verse 18. Вероятно, вы слышали Матфея 28 глава 18 стих. We're to go to all nations. Am I right in saying that? Нам нужно идти во все народы, я правильно говорю? And we need to see all nations here. И поэтому нам нужно видеть, что здесь все нации. Now one thing I see rarely here Вот кого я здесь вижу редко, is the older people. это старших людей. We gotta get some of those older people in here. О, нам нужно, значит, чтобы старшие люди тоже были. Amen? So I don't want Tim and I to be alone here. Потому что мы с Кипом чувствуем себя здесь как-то одиноко. Recently, well, in Chicago, we had baptized a gentleman who was 82 years old. Недавно в Чикаго мы мужчину крестили, которому 80 лет. Wow! Because he saw his son change, who was 62 years old. Потому что он видел, как менялся его сын, которому было 62 года. Wow! And then we baptized a mother of one of the disciples who was 76 in the last year that we were there. И последний год, когда мы там были, мы крестили маму одного из учеников, которой 76 лет. Круто! You know, recently Barbara and I were asked to move to Queens, New York. Недавно мою жену Барбару меня попросили переехать в регион Квинс в Нью-Йорке. Now the most amazing thing about Queens is it's so diverse. Самая потрясающая вещь насчет этого округа Квинс, что там большое очень разнообразие. There's about 167 nations that are there. Там приблизительно 167 наций. It's amazing. Это потрясающе. You have food, all different types of food. И у вас есть еда всех видов разнообразия. People have you over to eat. I'll bring you into their home to eat. И люди приносят домой, ты можешь есть. Sometimes you don't know what you're eating. И люди приносят, и иногда даже не знаешь, что ты ешь. And you're afraid to ask. И тебе даже страшно спросить. When we got to Queens, we only had 31 disciples there. Когда мы в Квинс переехали, там было только 31 ученик. And no campus ministry. И не было студентов. We had one man У нас был один человек, who was a student. который был студент. That was our campus ministry. Вот это вся наша группа студентов была. So Barb and I decided to go on campus again. Поэтому Барб, моя жена, и мы решили снова пойти в студгородок. We need to become all things to all men to save some. Потому что написано, что мы должны стать всем для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых. Of course, many people think we're professors. Многие люди думали, что мы преподаватели. We need to go into all nations. We need to go to the campuses and go into all nations. Нам нужно пойти во все народы, нам нужно пойти в студгородки, и тогда мы попадем во все народы. My third point. Мой третий пункт. In Revelation 5, he says that we are a kingdom of priests. В 5 главе Откровения написано, что мы являемся царственным священством. That's us. We're royal priesthood. Это правда, мы священники королевские. You are God's spokesman for mankind. Вы, смотрите, вы как люди, которые спокмены. Говорят, произносят речь или председатель, которые говорят для всех народов, для всего мира. Спикер. Вы спикер для всего мира. Amen. Turn about 1 John chapter 3. Давайте 1 Иоанна 3 глава откроем. 1 John chapter 3, verse 16. 1 Иоанна 3 глава 16 стих. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers. Любовь мы узнали в том, что Иисус отдал за нас свою жизнь. И мы тоже должны быть готовы отдать жизни за братьев. The answer is love.
Ответ – это любовь. We need to love each other enough to lay down our lives for not just one another, but for the world. Мы должны любить друг друга настолько, чтобы отдать свою жизнь. И не только друг за друга, но и за мир. To love God means to love His children. Любить Бога означает любить Его детей. But there is a cost. И есть стоимость, есть цена. Jesus paid it. Are you willing to pay it? Иисус заплатил эту цену. Хотите и готовы ли вы ее заплатить? You know, we have a whole world to save. Смотрите, перед нами весь мир, который нужно спасти. And one of the great things about being in the kingdom is you can see the church worldwide. И одна из классных вещей быть в царстве, что мы можем видеть церковь по всему миру. And if you're not reading the good news email, you need to. It's amazing. И если вас еще не писали в хороших новостях, нужно, чтобы написали, это классно. In the last 9 years, 10 years, Barb and I have been involved with different churches around the world. Последние 9-10 лет Барби и я, мы были вовлечены в деятельность нескольких церквей по всему миру. Not only have we sent people out all over the place, Мы не только высылали людей в разные места, but we had to build relationships with people to do that. но нам нужно было построить отношения с теми людьми там, чтобы можно было потом высылать людей. We were involved in starting the Toronto church. Мы были вовлечены в начало церкви в Торонто. При начале церкви в Торонто. We were involved with the Chicago church. Мы помогали в Чикаго церкви. The New York church. В церкви Нью-Йорк. LA. Лос-Анджелес. And then we were asked to speak in Sydney. И потом нас попросили проповедовать в Сиднее. And the great thing is you see their challenges and their trials. И классная вещь, когда ты видишь вызовы и испытания. And their trials. Испытания. Испытания. Now I've said I'm going to London. I haven't gone yet. I'm sorry, bro. I'll get there. Я хочу в Лондон тоже приехать. Я собираюсь. Не получилось, прости, брат. But we all need to try to get to another church to see it. Нам нужно стараться попасть в другие церкви, чтобы увидеть. The purpose is the same. Цель та же самая. The spirit is the same. Дух один и тот же. The suffering is the same. Страдания те же самые. And you feel a part of it. И ты чувствуешь себя частью этого. We are a part of the worldwide movement. Мы часть всемирного движения. You need to feel that. You feel it here. Чтобы вы почувствовали это здесь. You create deep relationships and you pray for one another. This is how we're going to win the world. Смотрите, завязывайте честные отношения и молитесь друг за друга. Вот как мы завоюем этот мир. The only obstacle to all this is sin. Единственное препятствие к этому – это грех. Open your Bible to Hebrews chapter 10. You guys ready for this? Откройте Библию, Евреям 10 глава. Boy, this is difficult. I want to run. Сложно, потому что я хочу быстро делать, но мне нужно ждать, покуда... Hebrews chapter 10, verse 26. Евреям 10 глава, 26 стих. Давайте, брат. If we deliberately keep on sinning, after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. How much more severely do you think a man deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified him, and who has insulted the Spirit of grace? Потому что если мы, узнав истину, сознательно продолжаем грешить, то грехи это не искупит уже никакая жертва. В таком случае нам остается лишь со страхом ожидать суда яростного огня, который пожрет врагов Божьих. Кто нарушал закон Моисея, того на основании слов 2 или 3 свидетелей безжалостно предавали смерти. Так насколько же более сурового наказания, по вашему мнению, заслуживает тот, кто попирает ногами Сына Божьего, ни во что не ставит кровь завета, который был освящен, и оскорбляет Духа благодати. Amen. This passage says if you deliberately keep on sinning, Этот отрывок говорит, что если вы
продолжаете сознательно грешить, it's an insult to the blood of Jesus. это оскорбление крови Иисуса. It's like spitting on the cross. Это как это все равно, что плевать на крест. Yeah, I didn't know that word. Come on. This is how God feels. Это то, как Бог чувствует. There's a seriousness. И это серьезно, здесь We can серьезно. take for granted the blood. Take for granted. Спасибо. Мы не могли, нам нельзя просто принимать как само собой разумеющееся кровь Иисуса. When we deliberately keep on sinning, it communicates something to God. Если мы сознательно продолжаем грешить. Now, I'm married to Barb. Смотрите, я женат на Дебар. She's awesome. Она классная. But if I came home and said, hey, I'm seeing this other woman, Но если я приду домой и скажу, слушай, я грешил с другой женщиной, please forgive me. пожалуйста, прости меня. Now, she's a very spiritual woman. Смотрите, она очень духовная She's женщина. awesome. Она потрясающая. She forgives me. Она прощает меня. But then I do it again. А потом я снова это делаю. And I say, please forgive me. И я снова говорю, слушай, пожалуйста, прости меня. And then I do it again. И потом я снова это And then делаю. again. И потом снова. And then again. И снова. How does she feel? Как она себя будет чувствовать? That's how God feels. Вот как Бог себя чувствует. And how much greater the sacrifice for that forgiveness. И насколько много Создатель пожертвовал ради этого прощения. Sin will destroy our movement. Грех разрушит наше движение. Может разрушить. Laziness, Come on. Лень, greed, Come on. зависть, impurity, нечистота, Come on. selfishness себялюбие. destroy the kingdom. Это разрушило движение. We must hate sin as much as God. Мы должны грех ненавидеть так точно, как Бог его ненавидит. In Hebrews chapter 12, В Евреям 12 главе, verse 1. с 1 стиха. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose hearts. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And you've forgotten the word of encouragement that addresses me as sons. Go ahead. Come on, brother. Sorry, I didn't. That's okay. С 1 по 4 стих. Итак, нас окружает целое облако свидетелей. Поэтому давайте сбросим с себя все, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети. И будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Аминь. Подумайте о Нем, испытавшем такую вражду со стороны грешников, и это поможет вам не изнемочь душою и не потерять присутствие Духа. Вам еще не приходилось сражаться грехом до крови. You know, Jesus has a race marked out for each one of us. And sin is the obstacle. It entangles us. It stops us from getting the job done. Иисус боролся за нас, и единственное, это грех, Он препятствие. Он мешает нам, и Он пытается нас запутать и остановить. You need to run with perseverance. Вам нужно бежать с терпением. We've been doing this since 1982. Смотрите, мы бежим так с 1982 года. And I got baptized at 12:30 in the morning. И я крестился в 2:30 ночи. You know, the night I got baptized, Ночь, когда я крестился, I came outside я вышел, and I saw the northern lights. и я увидел северное сияние. I'd never seen it before.
Я до этого никогда его не видел. And I thought, it's the second coming. Я думал, I made it! я сделал это, он придет, и я спасен. Come on, Jay. Yeah. I was pretty fired up. Это было здорово. You need to persevere. Вам нужно You're going to терпеть. suffer. You're going to suffer. Вы будете страдать, вы будете страдать. But it's not a victorious battle unless you suffer. Но это не будет победная битва, если вы не будете страдать. He says you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Смотрите, написано, вы еще не боролись с грехом до крови. You know, we can grow weary. Мы можем устать. I felt weary many times. Я уставал много раз. And as you get older, Когда ты старше становишься, you feel it more. и ты больше чувствуешь это. And you can't eat the things you used to eat. И ты не можешь есть так, как ты раньше ел. And you can't drink the things you used to drink. И ты не можешь пить те вещи, которые ты раньше пил. And you gotta do a lot more walking and stuff, running, whatever, И тебе больше приходится ходить, бегать и прочего. to keep in the battle. Для того, чтобы оставаться в битве. But we can grow weary. И, то есть мы можем износиться и устать. And you can complain, oh, it's so hard, it's so tough. И ты можешь жаловаться, ой, так тяжело и так сложно. Well, have you shed your blood yet? Ой, подожди, ты уже дошел до состояния, когда кровь твоя проливается? Fix your eyes on Jesus, Не отводите взора от Иисуса. the author and perfecter of our faith. Он есть начальник и исполнитель и совершенствователь нашей веры. We have a goal to win the world in our generation. Наша цель – завоевать мир в нашем поколении. And Jesus purchased men from all tribes with his blood, from all nations with his blood. Иисус искупил людей своей кровью со всех наций и со всех племен. In the 1960s, John F. Kennedy had a dream. В 60-х годах у Джона Кеннеди была мечта. In his inaugural speech in 1961, В 1961 году, когда он делал свою речь, когда он становился президентом, he shared his goals. он поделился своими целями. And he said, all this will not be finished in the first 100 days. И он сказал, эти все вещи не будут завершены за первые 100 дней. Nor will it be finished in the first 1000 days. И даже не за первые 1000 дней. Nor in the life of this administration. И даже не при действии вот этой нынешней администрации. Nor perhaps in our lifetime. И, возможно, даже не при нашей жизни. But let us begin. Но давайте начнем. I'm going to close with a challenge. Я хочу закончить вызовом. I want you to study out the blood of Jesus. Я хочу, чтобы I вы want you to be able to answer the questions. начали изучать о крови Иисуса, и чтобы вы могли ответить на этот вопрос. And then I want you to make his blood count. Amen. И тогда я хочу, чтобы вы начали ценить его кровь. Аминь.